Избранный, слушай всей глубиной своего духа, ибо прямо сейчас происходит нечто священное. Прежде чем ты дошел до этого сообщения, прежде чем твои руки коснулись этого экрана, прежде чем твое сердце прошептало свои безмолвные вопросы посреди ночи, Бог уже начал движение в твоей судьбе. Движение, которое ты не мог предсказать, движение, которое ты не мог рассчитать, движение, которое было записано в Вечном Завете задолго до того, как ты столкнулся с бурями, пытавшимися тебя сломить. Сегодня небеса склоняются к тебе с несомненным намерением, и атмосфера вокруг тебя меняется, словно дверь древняя, тяжелая, потайная, наконец, со скрипом отворяется. Звук едва уловим, почти неуловим для физического уха, но в духе это гром. Это дверь изобилия. Это хранилище божественного наследия. И оно открывается, и твое имя высечено на его основании. Избранный, оставайся со мной до последнего слова, потому что то, что начинается как шепот откровения, станет полным раскрытием священной тайны. То, что ты услышишь в следующие минуты, не является обыденным, не случайным, незнакомым. Это сверхъестественное послание, предназначенное для конкретного сердца, конкретной битвы, конкретного момента. И если ты уйдешь до завершения, ты упустишь ключ, связывающий всю последовательность воедино. Ты стоишь на пороге откровения, которое обладает силой направлять твой следующий шаг, твою следующую молитву, твою следующую трансформацию. Не позволяй отвлечению украсть то, что небеса предлагают тебе. Оставайся до конца, потому что грядущее не просто послание, это зеркало, показывающее тебе истинный облик твоей судьбы. Вы недавно чувствовали войну, не так ли? Вы чувствовали, как давление сжимает ваш разум, сжимая вашу надежду, словно кулак вокруг хрупкого семени. Вы чувствовали задержку, которая казалась почти преднамеренной, почти жестокой, словно сам Бог замолчал. Но вслушайтесь в эту истину ясно: Бог не удерживал благословение, Он готовил его бремя. Каждая битва, которая поднималась против вас, каждая неожиданная потеря, каждый момент нужды, пронзающий ваше сердце, словно холодный ветер, были не знаком отказа, а знаком созидания. Пока вы боролись со страхом, небеса готовили освобождение. Пока вы взывали о пропитании, Бог открывал нужную дверь, открывал нужный ключ, собирал нужный урожай, который нельзя было отнять у вас преждевременно. Вас не забыли. Вы стали мишенью, и не только невзгод. Вы стали мишенью божественного замысла. За кулисами ваших обстоятельств происходит сверхъестественное управление, и те самые области, в которых вы подверглись нападению, это те области, которые Бог намерен преобразовать. Почему ваши финансы столкнулись с потрясениями? Почему возможности, казалось, ускользали из ваших рук? Почему вы чувствовали тяжесть нехватки, давящую на ваш дух? Потому что враг всегда сражается там, где благословение вот-вот рухнет. Он не тратит свое оружие напрасно. Он нападает на наследство. Он нападает на судьбу. Он нападает на завет. И он напал на вас, потому что с вашей жизнью связан урожай, который он не мог позволить вам увидеть. Избранный, слушай внимательно. Величайшие битвы всегда предшествуют величайшим открытиям. Величайшие бури всегда скрывают величайшие врата. И царство духа уже сдвинулось к твоей пользе. Разрешение подписано, движение началось, и хотя ты пока этого не видишь, его сила уже отзывается эхом в каждом мгновении твоей будущей жизни. Оставайся до конца, потому что то, что я собираюсь открыть, воспламенит твою веру, пробудит твое сердце и откроет божественный узор, который определял твой путь все это время. Это момент, когда, говорят небеса, раскрываются тайны и начинается твоя трансформация. Оставайся. Слушай. Принимай. Избранный, услышь меня всем своим духом, ибо то, что я собираюсь открыть,
– это переосмысление твоей боли, расшифровка твоей бури, откровение скрытой арифметики Бога. Ты проходил через времена, когда твое сердце было сдавлено, когда твоя вера была натянута, когда твои ресурсы дрожали под тяжестью счетов, ответственности и невидимых битв. Ты молча нес бремя, потому что верил, что молчание делает тебя сильнее, но внутри ты задавался вопросом, не затихли ли небеса. Но слушай, Бог ведет каждую запись. Не холодную запись земной бухгалтерии, а священную запись завета. Он хранит квитанции о каждой жертве, которая стоила тебе сна, каждое семя, посеянное тобой дрожащими руками, каждый момент, когда ты выбирал веру вместо страха, даже когда твой карман был подобен пустыне, а твои ожидания праху. Ты думал, что идешь невидимо, но небеса наблюдали за каждым твоим шагом, каждой слезой, каждой попыткой удержаться, когда все вокруг сотрясалось. Вы думали, что ваши пожертвования канули в небытие, поглощенные временем, поглощенные нуждой, поглощенные неумолимым давлением вашей жизни. Но небеса шепчут: «Я умножался». Вы думали, что Бог отвернулся, когда потери продолжали приходить, когда задержки тянулись дольше, чем ваше терпение, когда штормы продолжали возвращаться. Но Он шепчет: «Я готовил перемены». Не маленькая корректировка, не незначительное улучшение, а божественный сдвиг, сверхъестественный поворот ролей, который перекраивает историю вашей судьбы. Потому что, пока вы подсчитывали свои потери, небеса подсчитывали ваш урожай. Пока вы беспокоились о недостающих деньгах, небеса обеспечивали богатство вашего будущего. Пока вы смотрели на осколки разбитых ожиданий, небеса готовили чудо восстановления, настолько глубокое, что его можно было признать только делом рук Божьих, а не результатом человеческих усилий. Избранной были вещи, которые ты пережил, но никто не приветствовал, никто не видел и никто не понимал. Бывали ночи, когда твое сердце разрывалось под тяжестью невидимого давления. Бывали дни, когда ты улыбался, а внутри тебя что-то тонуло. Были решения, которые ты принимал из веры, когда логика кричала об обратном. Бог видел это. Бог учел это. Бог записал это в книгу твоей судьбы. Ничто из того, что ты пережил, не исчезло. Ничто из того, что ты потерял, не было забыто. Ничто из того, с чем ты боролся, не осталось незамеченным. Ты думал, что небеса молчат, но небеса рассчитывают. Ты думал, что Он медлит, но Он все улаживает. Ты думал, что ничего не происходит, но все готовилось. К моменту, когда распахнется божественная дверь. Ты спросил себя: «Зачем я так упорно борюсь?» И небеса ответили: «Потому что твое наследие велико». Ты спросил: «Почему все занимает так много времени?» И небеса ответили: «Потому что я строю нечто непоколебимое». Ты спросил: «Зачем это у меня отняли?» И небеса ответили: «Потому что я верну это так, чтобы явить мою славу, а не твои усилия». Вот почему Иаиль заявил: «Я возвращу тебе годы, которые пожрала саранча». Годы, а не мгновения. Годы, а не монеты. Годы, а не фрагменты. Бог говорит на языке времени, судьбы и сердца, а не на поверхностном языке временных обстоятельств. Вы задавались вопросом, почему ваши финансы сталкиваются с непрекращающимися штормами? Почему возможности ускользают сквозь пальцы? Почему обещания, казалось, рушатся? Однако сама интенсивность вашей борьбы свидетельствует о вашей духовной ценности. Враг не сражается с пустыми сосудами. Он не ведет войну против бесплодных полей. Он сражается там, где семя драгоценно, где урожай обилен, где завет действует. Он боролся с вашими финансами, потому что богатство, связанное с вашим призванием, имеет вес в царстве. Он боролся с вашей уверенностью,
потому что ваша вера – ключ, открывающий сверхъестественные двери. Он боролся с вашим миром, потому что мирное сердце становится плодородной почвой для божественного откровения. Избранный, вдохни и вслушайся, потому что именно здесь начинается эскалация. Давление, которое ты чувствовал, было не случайным. Нехватка, которую ты пережил, не была бессмысленной. Задержка, с которой ты столкнулся, не была отрицанием. Это была божественная подготовка. Перестановка. Подготовка сцены. Каждая потеря, которая ранила, каждая неудача, которая ранила, каждое разочарование, которое лишало тебя сна, были не могилой, это было семя. Семя, упавшее в почву Божьего обетования. Семя, которое теперь прорастает, невидимое, но неудержимое. Каждая принесенная тобой жертва имеет пророческий вес. Каждый акт щедрости несет духовную силу. Каждый момент, когда ты сопротивлялся отчаянию, прокладывал путь к преображению. Но ныне, избранный, услышь это: сезон, в который ты вступаешь, не соответствует сезону, из которого ты вышел. То, что тяготило тебя, больше не будет иметь власти над твоим сердцем. То, что делало тебя малым, больше не будет содержать твоего наследия. То, что истощало тебя, больше не будет определять тебя. Ты стоишь на переломном этапе новой главы, где Божье благословение начинает открывать скрытую цель каждой слезы, каждой бури, каждого периода ожидания. Не преуменьшай значение того, что созидает Бог. Не недооценивай масштаб готовящихся перемен. И прежде чем мы перейдем к следующему откровению, мне нужно, чтобы вы совершили одно действие, направленное на гармонию. Если вы чувствуете, что это послание затрагивает тихие уголки вашей души, если что-то в вашем сердце распознает эхо голоса Божьего, остановитесь на мгновение и поставьте лайк этому видео. Не ради цифр, не ради тщеславия, но как пророческий акт согласия. Заявление, которое говорит: «Я присутствую», «Я слушаю», «Я готов к преображению». Ваша приверженность становится сигналом в духовном мире о том, что ваша вера пробуждена, а ваши ожидания растут. Вы думали, что ваша история рушится, но небеса возрождают ваше возвращение. Вы думали, что ваше сердце пусто, но изобилие уже движется к вам. Вы думали, что ваши усилия забыты, но Бог хранит квитанции. И все, что враг использовал, чтобы сломить вас, вот-вот станет тем самым свидетельством, которое знаменует ваш божественный провал. Оставайся со мной, избранный. Следующая часть поведет тебя глубже, и грядущее откровение свяжет все нити твоего пути. Избранный, внимай всем своим внутренним слухом, ибо то, что я собираюсь открыть, столкнется с тобой, потрясет тебя и обнажит безмолвные уголки твоего сердца, где сомнение пыталось построить приют. Движение, приближающееся к твоей жизни, возникнет не из почвы, на которую ты так долго смотрел. Оно придет не от того, на кого ты рассчитывал. Оно не пройдет по каналам, за которыми ты следил. Небеса готовят нечто, несущее божественный отпечаток, нечто, что нельзя спутать с человеческим влиянием. Бог – твой источник, все остальное – лишь ресурсы. И когда божественный источник решает открыть дверь, никакая земная система не сможет этого объяснить. Ты изучаешь свою работу, рассчитываешь свои способности, взвешиваешь свои силы, пытаешься предсказать путь, но небеса шепчут: «Не предсказывай меня. Не ограничивай меня. Ожидай меня». Но, избранный, позволь мне задать тебе болезненный вопрос, с которым ты, возможно, не захочешь сталкиваться. Сколько раз ты плакал, думая, что твоя жизнь зависит от людей, которые ушли? Сколько ночей ты лежал без сна, воображая, что твое обеспечение зависит от начальника, зарплаты, связей, которые тебя разочаровали?
Сколько раз твое сердце разрывалось, когда тот, кому ты доверял, не поддерживал тебя в трудную минуту? И скажи мне, сколько раз ты втайне задавался вопросом, видит ли Бог твои трудности? Замечал ли Бог пустоту в твоих руках? Услышал ли Бог тихое отчаяние в твоей молитве? Не беги от этих вопросов. Они зеркало, в котором нуждается твоя душа. Загляните в себя, сколько раз вы путали ресурс с источником. Как часто вы думали, если бы этот человек помог мне, все изменилось бы? Как часто вы возлагали надежды на хрупкую конструкцию человеческих обещаний? Как часто вы винили себя, думая, что ваше неумение – причина того, что благословение не пришло к вам? И еще глубже, как часто вы чувствовали себя виноватым в том, что оказались недостаточно хороши, когда все это время прорыв не должен был произойти благодаря вашей силе? Эти вопросы жалят, но они необходимы. Они открывают сердце для преображения. Избранный, позволь мне продолжить. Что, если ты разочарован именно потому, что ожидал, что чудо придет тем же путем, который подвел тебя? Что, если твое разочарование проистекает из того, что ты доверился привычному, а не божественному? Что, если благословение, которое ты считал отложенным, на самом деле было перенаправлено самим Богом, потому что ты смотрел не в том направлении? Что, если оплакиваемая тобой утрата на самом деле была защитой? Что, если тишина, которой ты боялся, на самом деле была подготовкой? Что, если ненавистная тебе задержка была актом милосердия, чтобы благословение пришло, когда твой дух наконец сможет его принять? Загляните в свое сердце, молились ли вы когда-нибудь о преображении, тайно ожидая, что оно придет благодаря вашему собственному пониманию? Просили ли вы когда-нибудь Бога об изобилии, живя так, словно ваша судьба зависела исключительно от ваших собственных сил? Говорили ли вы когда-нибудь: «Боже, открой дверь», с тревогой открывая двери, которые он никогда не собирался открывать? Эти вопросы обнажают разрыв между верой и страхом, между ожиданием и контролем, между Божьим планом и вашими предсказаниями. Избранный, слушай, неожиданное это место, где Бог являет свою сущность. Неожиданное это поле, где произрастают чудеса. Неожиданная это территория, где небеса вторгаются в естественный порядок вещей. В послании к Ефесянам сказано, что Бог может сделать несравненно, сверх всего, чего ты просишь или помышляешь. Но как Он может сделать больше, чем ты можешь себе представить, если ты пытаешься ограничить Его тем, что можешь предсказать? Как может проявиться божественный сюрприз, если твое сердце ожидает только того, что имеет смысл? Как сверхъестественный урожай может достичь тебя, если ты остаешься привязанным к человеческим стратегиям? Позвольте мне задать вам еще один пронзительный вопрос. Что, если дверь, в которую вы стучитесь, слишком мала для благословения, уготованного Богом? Что, если возможность, которой вы так жаждали, загнала бы вас в ловушку, а не вознесла бы? Что, если Бог утаил что-то, потому что Он любит вас настолько, что не позволит вам довольствоваться крошками, когда Он готовит для вас еду? Что, если одобрение, которого вы отчаянно искали, было ниже уровня вашего призвания? Что, если ранящее вас «нет» на самом деле было божественным ни здесь, ни через них, ни таким образом? Избранный, взгляни правде в глаза. Ты плакал из-за обстоятельств, которые никогда не должны были стать твоим будущим. Ты молил о том, что было слишком мало для твоей судьбы. Ты искал ответов у людей, у которых никогда не было ключа к твоему наследству. И все же, даже в твоем замешательстве, даже в твоем разочаровании, даже в твоей слабости, Бог никогда не прекращал творить то, что твое сердце не могло постичь. Вы молились о стабильности, но Бог готовил перемены. Вы просили открыть маленькую дверь, но Бог строил большую.
Вы надеялись, что вам хватит сил выжить, но небеса устроили изобилие. Вы пытались наладить свою жизнь временными решениями, в то время как Бог задумал постоянные перемены. Позвольте мне проникнуть глубже в ваш дух. Почему вы боитесь неожиданностей? Потому что вы не можете их контролировать. Потому что боль научила вас всегда ожидать разочарований. Потому что ваше сердце научилось защищаться от радости, чтобы избежать новой боли. Потому что вы думаете, что Божье благословение должно соответствовать вашим ожиданиям. Избранный, освободись от этого страха. Неожиданное не враг. Неожиданное носитель Божьей славы. Грядет божественное вмешательство. Не предсказание, а духовная метафора того, как часто действует Бог внезапно, тихо, мощно, за пределами человеческой логики. Оно может проявиться как неожиданное одобрение, неожиданная связь, неожиданная дверь, неожиданное решение. Что-то, что приходит без предупреждения и лишает дара речи. Что-то несет на себе бремя судьбы. Что-то, что открывает, что только Бог мог это устроить. Избранный, задай себе последний вопрос. Если Бог действительно твой источник, то почему ты так боишься потерять ресурсы? Если Он хранит твою судьбу, то почему неудачи так глубоко потрясают тебя? Если Он создал твой завет, то почему ты боишься самого пути? Эти вопросы и не осуждение, а приглашение. Приглашение освободиться от ожиданий и открыть сердце сверхъестественным путям Бога. Оставайтесь со мной. Следующая часть покажет вам, как это откровение напрямую применимо к вашей жизни и что должно измениться внутри вас, чтобы дверь проявилась. Избранный, слушай внимательно, потому что то, что я сейчас скажу, затрагивает самую хрупкую часть твоего сердца. Бог видел тяжесть, которая на тебе лежит. Он видел давление, которое ты пытался скрыть за своей силой. Он видел безмолвные битвы, которые так и не стали достоянием твоих разговоров, личные бури, которые ты переживал за закрытыми дверями, моменты, когда твоя вера дрожала, даже когда твои губы говорили «у меня все хорошо». Он видел тяжесть на твоей груди, когда ты просыпался, чувство тоски, когда ты проверял счет, тихий страх, шепчущий «а что, если это никогда не изменится?» Ничто не ускользало от его взора. Ни дрожащие молитвы, ни стиснутые челюсти, когда тебя постигают непредвиденные расходы. Ни ночи, когда ты говорил «Господи, я больше не выдержу». И небеса ответили движением, которого ты пока не мог увидеть. Я поднимаю тяжесть. Я снимаю давление. Я отменяю то, что истощало тебя. Речь идет не только о деньгах, речь идет о твоем сердце, духе, дыхании, силе. Избранный, позволь мне спросить тебя о том, чему ты слишком боялся противостоять, когда ты начал нести бремя, которое никогда не было твоим, когда ты решил, что все зависит от тебя, когда ты начал верить, что если ты перестанешь поддерживать мир, он рухнет. Как долго ты живешь в режиме выживания? Как долго ты просыпаешься с тревогой еще до того, как делаешь первый вдох? В Псалме 55 говорится: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Но ты нес свои бремена, как якоря, волоча их по дням, волоча их по молитвам, волоча их по ожиданиям. Ты продолжал сражаться в битвах, которые небеса уже поручили ангелам. Ты продолжал беспокоиться о результатах, которые Бог уже предопределил. Ты продолжал переживать из-за дверей, которые Он уже запланировал открыть. Избранный, правда горька, ты жил так, словно все зависело от твоих сил. Ты жил так, словно твоя судьба хрупка. Ты жил так, словно твое чудо может рухнуть в любой момент. Но послушай ясно, Бог никогда не просил тебя быть своим собственным кормильцем. Бог никогда не просил тебя быть своим собственным источником.
Бог никогда не просил тебя нести бремя, которое сокрушает сердце и душит дух. Давление, которое ты чувствовал, было реальным, но ты никогда не владел им. Ты сгибался под тяжестью, которую небеса уже сняли. Позвольте мне рассказать вам подробнее о вашей собственной истории. Вспомните дни, когда даже небольшие расходы казались горами. Вспомните моменты, когда вы держали в руке купюру и чувствовали, как вас охватывает волна ужаса. Вспомните моменты, когда ваши мысли метались, представляя худшие сценарии, и каждая мысль была тяжелее предыдущей. Это были не просто финансовые трудности, это были эмоциональные бури. Это были духовные битвы, замаскированные под повседневные обязанности. Вы воспринимали их как личные неудачи, хотя на самом деле они были симптомами давления, которое мог преодолеть только Бог. Избранный, пойми, ты не сломался, но согнулся. Твое сердце согнулось. Твой мир согнулся. Твоя стойкость согнулась. И на этот сгиб небеса отреагировали. Не осуждением, а вмешательством. Не гневом, а состраданием. Ты не был слаб, ты был перегружен. Ты не падал, ты был измотан. Ты не был неверным, ты устал нести то, что тебе не предназначалось. Небеса посмотрели на твою позу и сказали: «Довольно». Сезон удушающего давления закончился. Но теперь позвольте мне раскрыть нечто более глубокое, то, что относится к категории привилегированного духовного знания. Бремя, которое вы несли, было не только финансовым, оно передавалось из поколения в поколение. Оно было эмоциональным. Это был унаследованный страх. Это был инстинкт выживания, переданный вам от тех, кто жил без откровения, которое вы получаете сегодня. Вы научились беспокоиться прежде, чем научились доверять. Вы научились ожидать трудностей прежде, чем научились ожидать изобилия. Вот почему ваше сердце вступает в конфликт, когда Бог говорит о благословении, богатстве, изобилии, наследстве и чуде. Вы хотите верить, но ваша история научила вас готовиться к разочарованию. Это внутренняя борьба, не бунт, это знакомая рана. Позвольте мне задать вам пронзительный вопрос. Почему вы чувствуете себя виноватым, отдыхая? Почему вы чувствуете себя безответственным, когда перестаете беспокоиться? Почему вам кажется, что случится что-то плохое, если вы потеряете бдительность? Кто научил вас, что страх – это ответственность? Кто сказал вам, что тревога – это мудрость? Кто убедил вас, что страдание безопаснее веры? Эта ложь сформировала ваш внутренний мир, и это те самые цепи, которые Бог разрывает в этом сезоне. Вы должны понять это. Прежде чем благословение станет внешним, преобразование должно стать внутренним. Прежде чем в вашей жизни появится открытая дверь, дверь внутри вашего разума должна открыться. Прежде чем изобилие проявится вокруг вас, мышление дефицита должно быть разрушено внутри вас. Духовная битва велась не вокруг ваших денег, она велась вокруг вашего сердца. Она велась вокруг вашей веры. Она велась вокруг вашей личности. Бог не только снимает давление, Он меняет архитектуру вашего внутреннего мира. Избранный, прислушайся к шепоту небес. Ты беспокоился о том, что я уже уладил. Ты боролся с бурями, которые я уже утихомирил. Ты репетировал страхи, которые я уже победил. Вот почему ты чувствуешь духовное напряжение, внутренний разрыв между тем, кем ты был, и тем, кем ты становишься. Сезон напряжения был не наказанием, а подготовкой. Это была долина, где твое сердце познало пределы человеческих сил. Это было место, где развеялась твоя иллюзия контроля. Это была территория, куда Бог направил тебя, чтобы ты получил облегчение, покой и преображение.
Позвольте мне задать последний вопрос, раскрывающий нравственную дилемму вашего пути. Действительно ли вы хотите, чтобы Бог руководил вашей судьбой, или вы все еще пытаетесь руководить им? Вы хотите божественного изобилия или изобилия на ваших условиях? Вы хотите сверхъестественного или предсказуемого? Это перекресток, где небеса ждут вашего ответа. И вот драгоценное знание, скрытое за всем, что вы пережили. Давление никогда не было призвано сломить вас. Оно было призвано обнажить то, что вам не суждено нести. Оно было призвано привести вас к моменту капитуляции. Оно было призвано подготовить ваше сердце к облегчению, которое уже наступает. Вы вступаете в период, когда тяжесть отпускает, сердце дышит, дух отдыхает, благословение приходит. Оставайтесь со мной. В следующей части мы поговорим о божественных обещаниях, об изменении вашей атмосферы и о благословениях, которые начинают проявляться в вашей судьбе. Избранный, слушай со всем вниманием своего духа, потому что это тот момент, когда небеса приоткрывают завесу и открывают то, что твое сердце чувствовало, но не могло полностью выразить. Твоя вера никогда не была невидимой в Царстве Божьем. Твоя щедрость, даже в периоды личной нужды, никогда не испарялась. Твои жертвы, те поступки, которые ты совершал тайно, когда никто не аплодировал и никто не поздравлял тебя, никогда не оставались незамеченными. Небеса говорят: «Я отметил твои семена». Каждый раз, когда ты давал, когда твои руки дрожали, Он видел. Каждый раз, когда ты верил, когда страх сжимал твою грудь, Он записывал. Каждый раз, когда ты отказывался поступаться своими ценностями в моменты нужды, Он почтил тебя. В послании к евреям говорится, что Бог не несправедлив, чтобы забыть твой труд, и эта истина эхом разносится по чертогам вечности, формируя основу того, что твой дух чувствует, поднимаясь внутри тебя. Избранный, остановись и вспомни времена года, когда ты был настолько тонок, что казался прозрачным. Подумай о днях, когда ты отдавал семя, которое было больше похоже на слезу, чем на приношение. Подумай о ночах, когда ты молился не с уверенностью, а с отчаянием. Подумай об утрах, когда ты шептал: «Господи, помоги мне держаться». Ничто из этого не исчезало. Ничто из этого не было бессмысленным. Небеса собирают эти моменты, эти семена, эти молитвы. Ничто, посаженное с верой, никогда не теряется. Ничто, отданное искренне, никогда не забывается. Ничто, выдержанное с убеждением, никогда не пропадает впустую. Твой путь был долгим полем сева сквозь бури, сева сквозь неопределенность, сева сквозь нужду, сева сквозь одиночество. И небеса шепчут фразу, которую могут понять только духовно пробужденные: твое семя достигло своего времени. Понимаешь ли ты глубину этого, избранный? Ты сеял со слезами, и небеса хранят эту память, словно священный завет. Ты сеял не потому, что был в изобилии, а потому, что имел веру. Ты молился не потому, что чувствовал себя сильным, а потому, что отказывался отречься от своей судьбы. Ты оставался верным в те времена, когда сдаться было бы легче. Псалом 125 гласит, что сеющие со слезами пожнут с радостными возгласами. У духовного сеяния нет срока годности. Нет засухи, достаточно сильной, чтобы уничтожить семя, посеянное в почву веры. Небеса учли каждую слезу и вплели ее в полотно твоего будущего урожая. Но вслушайся внимательнее, избранный. Давление, которое ты чувствовал, было не просто сопротивлением. Это был также знак. Задержки часто возникают именно там, где зреет значительный прорыв. Тяжесть, которую ты испытывал, была не просто стрессом, это было духовное сопротивление, отталкивающее то, что уже было запущено. Напряжение, которое ты чувствовал в своем духе,
было свидетельством того, что то, что ты посадил, пробуждалось под поверхностью. Небеса продвигали все на свое место, тихо, стратегически, точно, способами, которые ты не мог видеть, но часто чувствовал. Это внезапная тяжесть в твоей груди. Это была тяжесть обещания, готового исполниться. Были силы, пытавшиеся помешать вашему прогрессу. Были моменты помех, моменты духовного сопротивления, моменты, когда благословения вашей судьбы казались отложенными или запутанными в путанице. Но, избранный, пойми, попытки отсрочить не могут отменить то, что уже предопределено. Движение небес не склоняется перед земными препятствиями. Замысел Божий не поддается помехам. Завет вашей судьбы не исчезает из-за сопротивления. Что написано, не может быть переписано. Что посажено, не может быть пересажено. Что назначено, не может быть отменено. Вам нужно ясно услышать это. Небеса вынесли вердикт. Духовное сопротивление, которое вы чувствовали, ослабевает. Давление, отягощавшее ваше сердце, ослабевает. Тяжесть, преследовавшая вас, начинает рассеиваться. Небеса говорят: твое семя достигло своего срока. Это не случайный момент, это поворотный момент. Это изменение атмосферы. Это момент, когда путь изгибается, течение меняется, повествование преображается. Здесь начинается духовное ускорение. Избранный, представь, как тяжесть уходит, когда сезон ожидания сменяется сезоном движения. Представь, как меняется твой дух, когда то, что раньше казалось медленным, начинает соответствовать божественному расписанию. Представь преображение в твоем сердце, когда атмосфера, которая когда-то сопротивлялась тебе, начинает раскрываться. Небеса шепчут: смотри, как я открыто вознаграждаю то, что ты посеял тайно. Бывают повороты судьбы, которые не объявляют о себе. Они возникают внезапно, тихо, безошибочно. Ты стоишь на пороге этого прорыва. Позволь мне задать тебе важный вопрос, избранный. Что, если все, что ты пережил, готовило тебя к этому моменту? Что, если слезы, которые ты пролил, поливали почву твоего преображения? Что, если жертвы, которые ты принес, даже когда никто не понимал, строили структуру твоего будущего? Что, если молитвы, которые ты молил в слабости, на самом деле формировали архитектуру твоей судьбы? Это не гипотетические вопросы. Это духовные отголоски, призывающие твое сердце пробудиться. Атмосфера вокруг вашей жизни меняется не случайно, а благодаря совпадению. Семена, посеянные вами в периоды наибольшей уязвимости, созрели и превратились в то, что ваше сердце теперь готово принять. Небесный отчет никогда не теряется. Небесный расчет никогда не сбивается с пути. Движение небес никогда не дает сбоя. То, что формировалось за кулисами, начинает проявляться. Избранный, прежде чем мы перейдем к следующему откровению, мне нужно, чтобы ты сделал один шаг к вовлечению, не как ритуал, не как формальность, а как духовное соглашение. Прокомментирую слово «я принимаю» ниже. Не как лозунг, не как представление, но как заявление о том, что твое сердце созвучно движению, которое Бог пробуждает в твоей судьбе. Это заявление становится сигналом в твоем собственном духе, знаком того, что ты не просто слушаешь, ты участвуешь. Что ты не просто наблюдаешь, ты вступаешь в завет. Что ты не просто надеешься, ты готовишься к преображению. Твой путь никогда не был забыт. Твои семена никогда не были забыты. Твои слезы никогда не были напрасны. И твое сердце теперь вступает в пору, когда небеса шепчут: смотри, что я сделаю дальше. Оставайтесь со мной.
То, что произойдет в следующей части, свяжет все воедино: благословение, обещание, внутренний сдвиг и молитву, которая запечатлеет этот момент в вашем духе. Избранный, слушай всем сердцем, ибо то, что открывается здесь, это откровение нового измерения жизни, изменение твоего внутреннего и внешнего ландшафта. То, что Бог рождает в твоей жизни сейчас, не ограничивается обеспечением, это доступ. Не просто деньги, но движение. Не просто благословение, но возвышение. Не просто мгновение, но врата, сверхъестественный переход к образу жизни, сформированному божественным настроем, божественным временем и божественными возможностями. Небеса не просто посылают обеспечение, небеса прокладывают путь. Это не тот сезон, когда ты просто получаешь, это сезон, когда ты начинаешь входить в царстве, уготованном для тех, кто выдержал давление, прошел через долину и сохранил верность в тайной комнате. Избранный, пойми это ясно, доступ меняет все. Доступ ведет тебя туда, куда одни усилия никогда бы тебя не привели. Доступ помещает тебя в условия, которые твое резюме не сможет объяснить. Доступ заставляет людей благоволить к тебе, не зная почему. Доступ открывает двери, о существовании которых ты даже не подозревал. Когда Бог говорит: «Я открываю врата, которые никто не может закрыть», Он говорит не о простых возможностях, Он говорит о стратегических преобразованиях, которые имеют вес, влияние и судьбу. Исайя утверждает, что сам Бог пронзает железные заграждения, а это значит, что никакие земные структуры, никакие институциональные ограничения, никакое человеческое мнение не могут сдержать движение, которое Он выпускает в твою жизнь. Перед вами годами стояли бронзовые врата, врата страха, врата нужды, врата запугивания, врата недостойности, врата наследственных стереотипов, врата ограничений, которые убедили вас, что ваша жизнь никогда не поднимется выше выживания. Но Бог говорит: «Я открываю перед вами врата, которые не могут быть открыты человеческими руками». Эти врата не обычные двери, это духовные пороги. Они ведут в более обширные территории влияния, богатства, влияния и божественного наследия. Они ведут в измерения, где вы больше не выпрашиваете возможности, вы их притягиваете. Где вы больше не гонитесь за благами, блага текут к вам. Где вы больше не сомневаетесь в своем месте, вы идете с властью того, кто знает, что небеса одобрили его путь. Избранный, услышь это. Ты вступаешь в сезон, когда неожиданные одобрения станут закономерностью. Где разговоры за закрытыми дверями будут благосклонны к твоему имени. Где комнаты, которые раньше казались недоступными, внезапно откроются. Где партнерства, казавшиеся невозможными, обретут форму. Где ресурсы появляются не благодаря человеческим расчетам, а благодаря божественному промыслу. Ты был обучен в долине, и теперь небеса направляют тебя к влиянию. Ты был верен в безвестности, и теперь небеса обеспечивают тебе видимость. Ты прошел через бури, которые сформировали твой характер, и теперь небеса направляют гармонию, которая формирует твое будущее. Этот божественный доступ приходит не потому, что вы сами себя подготовили, а потому, что Бог подготовил вас по завету. Он не зависит от таланта, он зависит от судьбы. Он не основан на полномочиях, он основан на призвании. Бог говорит: «Я открываю тебе возможности, которые умножат то, что я посылаю». Это означает, что движение, происходящее сейчас, не изолировано. Оно не должно благословить вас один раз и исчезнуть. Это часть духовной цепной реакции, череды дверей, которые открываются в другие двери, потока, который продолжается еще долго после того, как проявляется первый прорыв. Вы вступаете в новый ритм обеспечения, где то, что раньше требовало напряжения, теперь происходит без усилий, где то, что раньше казалось недостижимым, теперь становится знакомой территорией. Избранный, позволь своему духу осознать масштаб этого изменения.
Речь идет не о получении денег, речь идет о получении доступа к структурам, сетям, к средам, формирующим судьбу. Речь идет о получении прозрения, мудрости, откровения и божественных стратегий. Небеса организуют встречи, которые не являются совпадениями, встречи, которые являются заданиями. Небеса организуют разговоры, которые не случайны, разговоры, которые являются ключами. Небеса организуют встречи, которые не случайны, встречи, которые открывают ваш следующий сезон. Благословение, которое Бог высвобождает сейчас, не останавливается на вас, оно течет через вас, преображая пространство, в которое вы входите, и людей, связанных с вашим путем. Вы жили в периоды, когда ждали, когда прибудет пропитание. Но теперь вы входите в измерение, где пропитание приходит раньше, чем потребность, где решения появляются раньше, чем проблема, где поддержка находит вас прежде, чем вы попросите, где двери открываются прежде, чем вы постучитесь. Вот как выглядит божественный доступ – жизнь, проживаемая не реакцией, а опережением. Жизнь, проживаемая не ради выживания, а в стратегическом выравнивании. Жизнь, проживаемая не из нужды, а из избытка сердца, избытка мудрости, избытка веры, избытка ясности. Избранный, позволь мне спросить тебя о чем-то, что затронет твою самую суть. Готов ли ты жить в мире, где ресурсы больше не пугают тебя? Готов ли ты войти в измерение, где вопрос смещается с «как я это сделаю» на «что небеса хотят, чтобы я построил»? Готов ли ты принять образ жизни, в котором ты сотрудничаешь с Богом не только ради обеспечения, но и ради цели? Готов ли ты достичь той идентичности, которую небеса говорили через твой дух с самого начала твоего пути? Этот новый уровень требует новой позиции, такой, где страх больше не диктует ваши решения, где тревога больше не формирует ваши молитвы, где дефицит больше не является вашим внутренним языком. Вы не можете пройти через божественные врата с мышлением закрытой двери. Вы не можете войти в изобилие с эмоциональными привычками к нехватке. Вы не можете принять влияние, цепляясь за неуверенность. Это момент, когда ваше сердце сбрасывает остатки былых битв. Это момент, когда ваш дух освобождается от бремени прошлых лет. Это момент, когда ваша личность совпадает с вашим наследием. Избранный, позволь мне открыть тебе то, что уготовили небеса. Образ жизни, к которому тебя призывает Бог, это не излишество, это расширение прав и возможностей. Это не накопление, это влияние. Это не тщеславие, это видение. Это не материализм, это миссия. Когда Бог дает доступ, Он расширяет твои возможности, углубляет твое влияние и увеличивает твою способность участвовать в реализации Его планов на земле. Обеспечение становится инструментом, а не идолом. Богатство становится ответственностью, а не бременем. Изобилие становится языком, а не фантазией. Вы начнете ощущать водительство там, где раньше чувствовали замешательство. Мудрость там, где раньше вы колебались. Уверенность там, где раньше вы чувствовали неуверенность. Вы почувствуете, как двери открываются не потому, что вы их силой открыли, а потому, что небеса толкают их изнутри. Вы войдете в среду, где присутствие Бога изменит атмосферу, потому что Бог расширяет ваше влияние не только в физическом мире, но и в духовной сфере. Вы станете проводником благословения, сосудом преображения, носителем божественного намерения. Избранный, пойми нечто глубокое. Приходящее благословение не просто приходит к ты, это приди через ты. Ты не только получаешь, ты становишься. Ты выравниваешься. Ты пробуждаешься. Ты обретаешь позицию. Ты становишься способным нести большую меру откровения, ответственности и власти. Вот почему предыдущие сезоны были такими тяжелыми, твой дух готовился к более важному заданию.
Давление формировало способности. Ожидание формировало выносливость. Задержка формировала проницательность. А теперь благословение формирует судьбу. Вы заметите перемены вокруг себя. Возможности сами вас находят, связи ищут вас, идеи текут к вам потоком, решения рождаются внутри вас. Это не удача, это совпадение. Это не совпадение, это божественная хореография. Бог не просто посылает вам провидение, Он перестраивает ваш путь. Он учит вас жить в духовном ускорении, как распознавать божественное время, как различать божественные предписания, как без колебаний проходить через божественные врата. Избранный, вдохни эту истину в свое сердце. Бог готовит тебя к образу жизни, в котором твоя вера больше не реактивна, а проактивна. Где твои молитвы больше не отчаяны, они направляют. Где твоя надежда больше не хрупка, она прочна. Где твой взгляд больше не ограничен, он расширяется. Ты вступаешь в новую норму, где сверхъестественное становится основой твоих решений, отношений, видений, задач. Ваша жизнь скоро изменится, потому что изменится ваш доступ. Ваш доступ скоро изменится, потому что ваша личность пробуждается. А ваша личность пробуждается, потому что небеса провозгласили «врата открыты». Приготовьтесь. Следующая часть закрепит все молитвой, заветом и духовным выравниванием. Избранный, услыши эти последние слова с полностью пробужденным духом, потому что это момент, когда все, что разворачивалось, достигает своего завершения. То, с чем ты боролся финансово, эмоционально, духовно и молча, вот-вот станет свидетельством, выгравированным на линии твоей судьбы. Бог не просто исцеляет то, что было сломано, Он превращает твою историю в зримое знамение своего присутствия. Небеса провозглашают: «Я превращаю твою финансовую боль в свидетельство, прославляющее Меня». Именно там, где ты чувствовал себя униженным, ослабленным и забытым, Бог поднимет тебя, укрепит и явит свое несомненное благословение. Те, кто видел, как ты проходишь сквозь бури, потери, нужду и ночи беспокойства, станут свидетелями, когда над твоей жизнью наступит пора изобилия. Избранный, вспомни времена, когда люди видели только борьбу. Они видели потери. Они видели засушливые периоды твоей жизни, когда, казалось, ничего не двигалось. Они видели задержки, заставлявшие тебя сомневаться в себе. Они видели закрытые двери, из-за которых ты задавался вопросом, почему другие продвигались вперед, а ты оставался на месте. Они видели упущенные возможности, непредвиденные расходы, моменты, когда твое сердце почти разрывалось под тяжестью ответственности. Люди видели твою нужду. Люди видели твою боль. Люди видели твои бури. Но послушай, что сейчас говорят небеса. Они будут свидетелями благословения твоего. Псалом 22 гласит, что Бог готовит перед тобой трапезу в присутствии твоих врагов. Это означает, что восстановление не является личным. Обеспечение не скрыто. Изобилие не сокрыто. То, что когда-то было местом позора, становится местом откровения, а то, что когда-то было местом борьбы, становится сценой божественного возвышения. Избранный, есть люди, которые не считали тебя. Люди, которые молча ожидали твоего падения. Люди, которые думали, что давление уничтожит тебя. Люди, которые считали, что пережитые тобой трудности неприходящие. Но Бог собирается потрясти их не для того, чтобы унизить их, а чтобы продемонстрировать свой завет с тобой. Небеса шепчут: твое свидетельство будет неоспоримым. Не тонким, не тихим, не запутанным, неоспоримым. Грядущий сдвиг не только для твоего сердца, но и для всех, кто связан с твоей историей.
Это благословение простирается за пределы тебя. Оно пронизывает твои отношения, твое окружение, твое влияние, твою семью. Твое свидетельство становится живым откровением, которое Бог видит, Бог заботится, Бог восстанавливает и Бог вознаграждает. Избранный, слушай внимательно. Небеса говорят, что сюрприз уже запланирован. Освобождение активировано. Благословение неминуемо. Ты больше не ждешь. Ты входишь. Вот в чем разница. В прошлом сезоне ты был ожидающим. В этом сезоне ты входишь. Атмосфера вокруг тебя изменилась. Духовный климат изменился. Врата открыты. Путь расчищен. Давление спало. Сезон задержек окончен. Ты вступаешь в царство, где благословения начинают соотноситься с твоей жизнью, неся в себе аромат божественного провидения. Это момент, к которому небеса готовили тебя. Каждая слеза, каждая молитва, каждый миг стойкости, каждый акт верности, каждое семя, посеянное в тихом отчаянии, привело тебя сюда. Это не случайно. Это не случайность. Это не внезапность без подготовки. Это раскрывается судьба. Небеса изменились. Небеса сдвинулись. Небеса выровняли перед тобой путь. То, что казалось ожиданием, превратилось в ходьбу. То, что казалось выживанием, превратилось во вступление в наследство. Избранный, осознай величие этого, свидетельство, исходящее из твоей жизни, будет не просто о деньгах. Оно будет о преображении. Оно будет о чуде Божьем, переписывающем твою историю. Оно будет о вере, которая поддерживала тебя во тьме, и благословении, которое встретило тебя в свете. Ты оглянешься назад и скажешь: время года, которое пыталось сломить меня, стало временем, которое меня подготовило. Ты оглянешься назад и поймешь, почему давление было необходимо, почему была допущена задержка, почему закрытые двери защитили тебя, почему тишина тебя воспитала. То, что когда-то казалось оставлением, теперь будет восприниматься как божественное время. То, что когда-то казалось потерей, теперь будет восприниматься как позиционирование. То, что когда-то казалось хаосом, теперь будет восприниматься как созидание. Избранный, позволь мне сказать тебе эту последнюю истину. Ты вступаешь в главу, где сверхъестественное становится нормой. Где благословение, которое когда-то казалось далеким, становится привычным. Где ресурсы больше не ускользают сквозь пальцы, а стабилизируются вокруг тебя. Где возможности возникают без объяснений. Где божественные связи ускоряют твой путь. Где дух тяжести сменяется духом уверенности. Где тревога вчерашнего дня сменяется миром Божьим, несущим тебя в завтрашний день. Это не конец вашей истории. Это начало вашего нового сезона. И прежде чем мы закончим, мне нужно, чтобы вы совершили один акт сонастройки. Если что-то в этом послании тронуло ваш дух, если хотя бы одно предложение нашло отклик в вашем сердце, если хотя бы одна фраза пробудила что-то внутри вас, напишите под фразой «Я входю». Не просто слово, а декларацию веры. Как духовную подпись. Как утверждение: «Боже, я согласен с движением, которое Ты высвобождаешь в моей жизни». Ваш комментарий станет маркером, печатью, знаком того, что вы не только слышите, но и участвуете. И, избранный, прежде чем покинуть это сообщение, сделай еще один шаг. Подпишись на этот канал. Не ради цифр, не ради показателей, а потому, что каждое последующее сообщение продолжит путешествие, которое небеса начали в тебе сегодня. Грядет еще больше откровений, больше благословений, больше понимания.
больше духовного выравнивания. Это не разовый момент. Это путь. Это прогресс. Это раскрытие твоей судьбы. Подписка гарантирует, что ты будешь в курсе каждого следующего ключа, каждой следующей двери, каждого следующего слова, сказанного, чтобы созидать твое сердце, укреплять твою веру и готовить твой дух к тому, что Бог создаст дальше. Избранный, история изменилась. Атмосфера изменилась. Благословение началось. Ты больше не ждешь. Ты входишь. Небеса сказали, и твой дух это знает. Теперь запечатай это. Напиши в комментариях «Я входю». Подпишись. И приготовься к следующему откровению, потому что твой путь с Богом только.